преддверии новогодних праздников пора подвести итоги уходящего года. Поэтому декабрь на нашем канале посвящен самым интересным смартфонам 2018 года в разных ценовых категориях. И начнем мы его с топа бюджетных аппаратов до $100. А чтобы быть в курсе будущих выпусков, подпишись на наш канал и не переключайся. При разговоре о бюджетных смартфонах на ум сразу же приходит компания Xiaomi. Именно она стала флагманом тренда дешево и сердито. Основной бюджетник этой компании в 2018 году – модель Redmi 6A. Вышла она на смену модели предыдущего года 5A. Самым заметным обновлением стал экран с модным ныне соотношением сторон 18 к 9. Подросла и почти на полдюйма диагональ. Лотки по 2 сим-карты отдельные. То есть вы можете пользоваться 2 симками и картой памяти одновременно. Очень грамотное решение, особенно учитывая всего 16 или 32 гигабайта хранилища. В смартфоне используется свежий процессор Helio A22 от MediaTek. Самый продвинутый в пятерке обсуждаемых сегодня устройств как в плане производительности, так и по экономности использования батареи. Отдельно также стоит напомнить об оболочке MIUI, установленный на большинстве аппаратов компании и отличающийся от голого андроида большим функционалом и гибкостью настроек. Не отстает и главный конкурент в бюджетном сегменте Meizu. У компании сразу несколько моделей представлено в этом ценовом сегменте, и самая продвинутая из них – Meizu M6T. Приятным сюрпризом за эту цену можно назвать присутствие сразу 2 камер сзади. Один модуль на 13 мегапикселей, а дополнительный на 2 для размытия фона на снимках. Вот такая необычная связка, ведь раньше двойных камер в недорогих Meizu не было. Первым массовым решением стал Meizu M6 Note, а теперь можно получить интересную функцию и в недорогом смартфоне. Еще одной отличительной чертой можно считать фирменный сканер отпечатков пальцев M-Touch. В целом, гаджет выделяется среди конкурентов, и даже устаревший Android 7 не портит общую картину, так как отлично спрятан под фирменной оболочкой. Следующими у нас идут братья-близнецы Huawei Y5 2018 и Honor 7A, вышедшие на рынок с разницей в месяц. Тот же экран, не самый свежий процессор, все еще актуальный Android 8 с фирменной оболочкой, в целом сбалансированные, хотя ничем не выделяющиеся решения. Их стоит выбирать лишь при вере в лучшее качество по сравнению с Xiaomi и Meizu. И наконец замыкает наш сегодняшний список модель Lenovo K5. Помимо двойной основной камеры и сканера отпечатков пальцев, смартфон имеет еще несколько изюминок, выделяющих его на фоне конкурентов. Во-первых, дизайн. Это единственный в нашем списке аппарат со стеклянным цветным переливающимся задником, обычно ассоциирующимся с моделями от Huawei. Также только здесь базовый вариант имеет сразу 3 гигабайта оперативной памяти, что должно позитивно сказаться на работе сразу с несколькими приложениями. И наконец, как и в Meizu, здесь двойная основная камера и сканер отпечатков пальцев. А теперь короткое послесловие. Приятно, что несмотря на такое жесткое ограничение бюджета, за эти деньги можно найти не только кнопочные звонилки и аппараты с сильно урезанным Android Go с 1 гигабайтом оперативки. Каждый из перечисленных гаджетов – это полноценный смартфон с вменяемой производительностью и позволяющий худо-бедно пользоваться всем богатством приложений на Android. Достаточно емких батарей хватает как минимум на рабочий день, а камеры достаточно неплохо снимают в дневное время. Общие же для всех моделей минусы – небольшое подтормаживание интерфейса, не самые любимые продвинутыми покупателями процессоры от фирмы MediaTek, отсутствие интерфейса NFC, полюбившегося многими за удобство при покупках в магазинах, ужасное качество снимков и видео при плохом освещении и в ночное время, и разъем microUSB, от которого производителям уже стоило отказаться. Отдельным пунктом можно вспомнить пластик как основной материал корпуса для большинства гаджетов до $100. С одной стороны, это явный минус, ведь на фоне металла и стекла он не так презентабелен и сразу напоминает о бюджетности. С другой, многие все равно прячут смартфон в чехол, и мало кто заметит позорную заднюю спинку. А в ситуации без чехла пластик остается самым стойким материалом при падении. В то время, когда стекло бьется, а металл оставляет вмятины, пластик может отделаться царапинами и легким испугом. Мы постарались рассказать вам об этих смартфонах, не погружаясь в сравнение десятков характеристик.
Вопрос же о том, какое из устройств лучше, оставляем за вами. Напишите нам в комментариях, кому бы вы отдали первое место. А на этом сегодня все. Лайкни и подпишись, дальше будет больше.